Всем привет, да? Мы в эфире. Отлично. Сейчас я переверну. Так, поверните устройство. Видишь, он опять неправильно. Ну, посмотри, что творит. Надо было его сразу развернуть. Видишь, он должен быть в лежачем положении, а он в стоячем. Сейчас время наше подойдет. Давайте пока подойдем. Девчонки соберутся с мальчишками все. Не надо было разворачивать на устройство, будет теперь в таком виде смотреть. Ты не можешь передать, все вываливается, как всегда. Так, что, всем пришли уже? Давайте поздороваемся. Всем привет! Сегодня я вам покажу стрижку. Массивное каре. Давайте я вам поверну, вы познакомитесь с нашей моделью. Зовут ее Катя. Давайте я вам покажу, что у нас здесь есть. Мы уже покрасились. Кому интересно, чем, пожалуйста, спрашивайте. Вот у нас массивная кора. Единственное, у нас будет удлинение к лицу и будет челка. Ну вот Катюшка говорит, что она челочку уже себе тут подрезала. Так что мы потом ее в конце посмотрим, что у нас в итоге получилось. Буду вас сегодня учить, как стричь. Так, привет, привет. Вот я вам показываю, какая длина у нас есть. И давайте теперь готовиться уже к стрижке. Так, смотрите, если вам будет не очень удобно, вы можете делить на проборы, как всегда, на рабочие проборы. Делим на 4 части. У нас с вами идет сагитальный и центральный пробор. Но я не буду вам, наверное, рассказывать, что, как у нас проходит пробор от уха до уха. Да, помните, расческа. Здесь у нас с вами наивысшая точка головы. И здесь мы с вами проводим. Помните все, да? У нас здесь будет удлинение не сильное, то есть легкое удлинение к лицу. То, что у вас на висках, вы можете заколоть, чтобы вам не мешало все. Видишь, что я говорю? Вообще не держится никогда. Так, закалываем. Показываем вам все. Подготовились мы с вами к стрижке. И теперь сейчас переходим уже в затылочную зону. Здесь вы можете тоже разделить, как я вам уже говорила, на 2 части, но можете делать общим захватом. Но, наверное, вам лучше показать, разделить, чтобы вы не путались. Естественно, мы с вами по центру берем это все. У нас здесь ямочка, помните. И вы линию продлеваете, опускаете до ямочки. Наш пробор. Чуть-чуть, Катюша, опусти голову вниз. Так, сейчас очки сниму. Я в очках же не вижу. Я могу только читать в очках. Так, вы мне напишите, хорошо ли слышно.
что у нас с вами идет легкое удлинение к лицу, а соответственно нам с вами надо сделать рабочий пробор. Если мы с вами сделаем прямой рабочий пробор, то соответственно у нас линия среза должна быть тоже прямая, если помните, я вам рассказывала. Поэтому у нас с вами идет легкое удлинение, поэтому и пробор, соответственно, у нас будет тоже легкая диагональ, не сильно резкий. Почему? Потому что удлинение, еще раз повторю, не сильно крутое. Делите проборчик, первый отделяете, и будем начинать уже окантовочную линию делать. Так, второй сейчас я зажим принесу. Второй тоже у нас с вами делается симметрично. Смотрите, чтобы одинаково было. Так. И приступаем уже к нашей первой окантовочной линии. Значит, смотрите, длину вы регулируете сами. У нас здесь, как вы видите, у Катюши шейка достаточно длинная. Поэтому короткую стрижку мы здесь не делаете. Вы длину первой пряди регулируете сами. Во-первых, спрашивайте, когда ваш модель, ваш клиент, ваша клиентка стриглась, да? Она же не сможет сказать, насколько волосы отросли. Поэтому вы обязательно уточняете все это, спрашиваете, потому что от этого будет зависеть, насколько мы с вами срезаем длину нашей контрольной пряди. Так, берем ножницы, приступаем. Сейчас у нас первая с вами линия, это окантовочная линия. Это основная, откуда у нас идет с вами длина. И делаем, естественно, натяжение у нас с вами будет 0. То есть это плотно по шее. Задаем с вами длину. Значит, так как у нас с вами все-таки легкое удлинение, убираем одну часть. Натягиваем нашу первую линию 0, как я вам уже сказала. Определяйте длину, насколько вы будете делать короче. И наш срез должен повторить наш рабочий пробор диагональный. Почему мы их делаем? Для того, чтобы мы с вами не забыли, как нам стричь. Натянули. Так, не видно, да, вам? Давайте с этой стороны. Так, вот так, наверное, будет видно. Натянули прядь, задали длину. Линия среза повторяет пробор. Взяли противоположную сторону, также натянули. Так, видно? Видно. У нас с вами здесь есть уже контрольная прядь, которая задает длину, которая по центру, мы с вами взяли ее. Подтягиваем контрольные пряди. И также повторяем наш пробор, то есть линии среза делаем. После того, когда вы сделали ваш срез, обязательно проверяйте. Видите, я тут один волосик не взяла. Обязательно его берете. Подчищаем нашу линию. То есть для этого мы с вами плотно прижимаем к шейке. Так, видно? Давайте чуть-чуть разверну. Приступаем. Так. Плотно прижали. Здесь можно чуть-чуть повернуть голову на бочок, для того, чтобы вы подошли. Видите? Натянула. Соответственно, дорабатываем эту линию. Вы можете срезать прямым срезом, так как я вам показываю, мне просто не очень удобно. Видели, да? Также с противоположной стороны голову наклоняем в противоположную сторону, натягиваем. И дальше простригаем, опять же, здесь соединяем все. Так, после этого опять у нас с вами идут проверки. У нас с вами лево-право должно быть одинаково. Так, все готово. Переходим к следующей линии, к следующему блоку. Значит, смотрите, это достаточно точная стрижка, четкая.
Поэтому чем мельче вы берете пробор, тем точнее и лучше она будет ложиться. Сейчас я вам покажу секрет, как вам быстро ориентироваться по поводу длины, насколько и как срезать. Сейчас я вас подвезу поближе, чтобы вы видели саму линию. Так, как бы мне показать, чтобы вам было видно. Сейчас попробуем. Так, смотрите. Показываю. Видите, наша контрольная линия видна. Наша длина есть. Как нам понять, насколько нам надо ее отрезать? Лево-право обязательно только делайте, чтобы было поровнее. Так как я стою с одной стороны, мне не очень видно, как вы понимаете. Я показываю вам, поэтому смотрите дальше. Чтобы нам определить. Вы помните, массивная стрижка стрижется методом наложения пряди на прядь. И каждая следующая должна удлиняться на 1-2 мм. Я вам показываю ножницы. Наши ножницы имеют толщину 1-2 мм. И в чем весь секрет? Опускаем голову нашей клиентки, да? Дальше натягиваем. И вот смотрите, вы видите нижнюю линию, да? Мы с вами идем, пальчики двигаем, двигаем, двигаем. Стоим на линии. Видите, у меня сейчас пальчики закрывают всю прядь, но показывают край линии. Вот вы дальше продолжаете движение, и как только у вас скрывается линия, та, которая у нас задана, уже длина задана, мы с вами прикладываем наши ножницы и отрезаем. Видно меня? Да, видно? И отрезаем. Сейчас я вам покажу. Если вы посмотрите, видите, у меня получается, давайте я поближе подвезу. Видите, получается длина какая? Так, сейчас я вам покажу. Видите, получилась длина. Нижняя у нас с вами окантовочная линия одна длина, верхняя за счет ножниц получилась длинней. Вот таким вот образом вы простригаете всю стрижку. То есть вот это называется массивная форма стрижки, когда у нас каждая следующая длиннее. Помните, поставили на пальчик на линию, двигаем, скрылась линия, и мы с вами дальше продолжаем стричь. Но не забывайте, пожалуйста, наша контрольная, да, линия, которая рабочая, она должна совпадать с линией среза. Продолжаем, стрижем. Так, мне надо поднять руку, чтобы вы видели. Так, не видно, видно? Все дочищаем чистенько. Еще раз я вам покажу. Здесь видно линия, что наша следующая прядь длиннее, чем предыдущая. И также повторяем с противоположной стороны. Таким методом у нас с вами должна простричься вся стрижка. Ведем, видите, нашу окантовочную линию. Спряталась. У нас с вами контрольная уже задана здесь. И продолжаем нашу линию. Пальцы стоят, повторяют наш рабочий пробор. Проверяем обязательно нашу длину. Так, видно, да? Обязательно проверяем лево-право, серединку берем. Отовсюду пряди проверяем. Можете также дочистить, поставив плотно ручку, чтобы у вас линия была везде ровненькая. Для этого обязательно тоже голову немножко наклоните, чтобы нам ничего не мешало. В другую сторону. Так, все проверили. Длина одинаковая. Переходим к следующей пряди. Вы пишите, задавайте вопросы. Если плохо видно или плохо слышно, напишите. Может быть, что-то мне надо подправить в камере. Мы с вами простригаем весь затылочный блок, так же, как я вам показала.
посмотреть хоть как я сделала. Вы обязательно только стойте четко за вашей клиенткой, потому что реально не видно, как я делю пряди, потому что я стою сбоку. Все, продолжаем также в том же духе. Видите, мне кажется, надо чуть-чуть здесь приподнять еще. Конечно же, там сейчас будете опять писать, что я пробор делать не умею. Все, я умею, просто сбоку неудобно стоять. Так, все, поехали дальше. Опять у нас с вами, помните, появилась вторая линия. Можете убрать, если вам они мешаются в эту сторону. У нас появилась там вторая линия. Мы также с вами идем, идем, идем. Идем, идем. Пальчики стоят параллельно вашему пробору. Идем, 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 идем. Все, линия наша спряталась. И мы с вами начинаем отрезать уже. Следующая линия готова. Так, давайте посмотрим, что вы пишете. Так, привет. Привет. Не видно? Напишите, пожалуйста, что не видно. Я не успела увидеть, что там. Так, не видно низ. Хорошо. Сейчас я приподниму повыше. Так лучше? Угу. Надеюсь, что лучше. Так, давайте продолжать. Тогда нашу стрижку. Переходим, естественно, на противоположную сторону. Опять же, голова обязательно вниз. Что, опять же, дает нам длину и натяжение. Потому что у нас натяжение всегда в ноль. Да, спасибо, все видно. Ну и отлично. И понятно, прекрасно. Потом еще просто будут виски. Это тоже будет сложно, поэтому давайте досмотрите уже до конца. Если вы хотите, я могу сейчас вам ничего не говорить, просто продолжать стричь, так как сейчас все линии будут одинаковые. Да, да, хорошо, отлично. Все, давайте продолжаем. Опять же ставим параллельно. Пальчики мои параллельно пробору. Контрольный у меня здесь есть. Не забывайте, что вам лучше убрать тогда, чтобы не путаться. Так, все, продолжаем стрижку. Я надеюсь, видно, руками я не закрываю. Так. Обязательно с вами проверяем длину. Проверяем длину. Так, сейчас, секунду, я подойду с той стороны. Мне очень удобно. Давайте вот так. Так. Проверяем длину. С центра тоже проверяем всю длину. Дальше. Чем тоньше вы делаете блоки, тем лучше у вас будет лежать стрижка. Не забывайте об этом. Так, продолжаем. Убирайте опять, если вам мешается. Вы можете прикрепить. Опять также у нас с вами там уже задана новая линия, как вы помните. Мы с вами натягиваем волосы. Опять же, не забывайте про рабочий пробор. Пальчики стоят параллельно пробору. Натяжение у нас опять же 0. Съехали, нашу линию закрыли, которая там была. Так, и стрижу.
Натяжение везде равномерно, ровненько. Переходите на противоположную сторону. Опять же, убирайте лишние волосы, чтобы они вам не мешали в сторону. Также с вами натягиваем. Пальчики у меня стоят параллельно. Так, я закрыла все, да? В эту сторону давайте так. Убрали. Длина задана. Вот у меня с вами длина. Видите? Ставлю пальчики. Постригала. Спряталась наша линия. Поехали. Да, хорошо бы, конечно, оператора. Очень неудобно. Проверяем нашу длину. Проверяйте обязательно. Не забывайте. Не ленитесь, пожалуйста. Так, сейчас мы используем взяла. Видите, все у нас с вами хорошо получилось. Давайте проверим вот здесь. Мне кажется, что-то вот так вот вроде хорошо. Так, дальше. Все снова продолжаем. Убирайте лишнее. Натяжение. У нас с вами задана там уже новая линия, не знаю какая по счету. Дальше натягиваем, ставим пальчики. Как только скрылась у вас ваша новая линия, мы с вами начинаем стричь. Так, натяжение равномерное, не забывайте. Если вы посмотрите, у нас уже идет легкое удлинение. Вам это видно хорошо. Даже если ваш клиент поднимет губ, все равно видно, что легкое удлинение идет. Написала, чтобы не звонил. Нет, все равно позвонил. Дети у нас цветы жизни. Так, продолжаем. Помните, контрольная прядь у нас уже задана с вами. Проверяем длину. Так. Вот уже почти что весь затылок простригли. Сейчас будем уже с вами скоро переходить к вискам. Здесь продолжаем также, ничего не меняем. Убираем лишние волосы, натяжение 0. Съехали пальчики, спряталась линия, сразу отрезаете.
Я вам показываю, что можно с другой стороны начинать. Поэтому... Так, поехали. Контрольная у меня здесь задана. Длину проверяйте. И подчищать тоже можете. Можете вот так, как бы на руках, да? А может, как я вам уже говорила, открываете шейку и чуть-чуть подчищаете здесь длину, чтобы все было красиво. Опять натяжение 0. Нашу линию там мы с вами видим новую, которую мы задали. Опять же я еду по ней, остановилась, все, линия спряталась. Остребяем. Угу. Также контрольная и продолжаем. Длину проверяем. Вы видите, я иду мелкими зубчиками для того, чтобы сразу смягчить стрижку. Вы можете потом дорабатывать, если вы хотите, машинкой эту стрижку, но мы это делаем не всегда. Потому что вот когда ты делаешь зубчиками, стрижешь, мягче стрижка получается, нет топорного вида, она достаточно пушистая. Обязательно проверяйте все. Так, теперь переходим к вискам. Так, височные зоны. Так как у нас с вами идет удлинение, еще раз напоминаю, значит, соответственно, мы берем диагональный пробор. Так, и не забывайте, что здесь и сверху длина разная. Поэтому мы с вами продлеваем пробор на затылочную зону. Убираете. Давайте я вам покажу. Видите, я продлила пробор на затылочную зону. Вот теперь вот эта линия у нас будет совпадать. Потому что у нас затылок с вами, волосы растут вот здесь, а на виске начинаются выше. Видите разницу? Поэтому, соответственно, и шаг будет у нас с вами начинаться с места вашего нового пробора по диагонали, который. Голову обязательно поворачиваем на бок. Видите, волос немного подсох, поэтому волос должен быть равномерно намочен. Мочите. Для того, чтобы натяжение было у нас с вами одинаковое. Так, пробор у нас, как вы видите, по диагонали. Натягиваем. Так, не видно. В эту сторону повернусь. Как же мне натянуть, чтобы вы видели? Видно? Видно, да? Хорошо. Так, бочок. Значит, смотрите, плечи, видите, мешают. Поэтому что нам надо сделать? Надо голову повернуть к себе. Видите, мы с вами голову развернули. И, соответственно, у нас с вами есть возможность проработать. Видите, плечо уже не мешает вообще никак. Натягиваем.
У нас контрольная с вами задана. И мы с вами дальше продолжаем нашу линию. Вот она у нас продолжилась. Так, темная, не видно. Да, видите линию нашу? Переходим на следующую. Но вообще, на самом деле, лучше делать лево-право, для того, чтобы мы с вами одинаково сделали длину. На противоположный висок перешли. Продлили пробор. Все, убрали. То же самое, голову повернули чуть-чуть вперед. На бок и вперед. Все, теперь у вас здесь также будет натяжение достойное. Натягиваем. Видим нашу контрольную. Так, сейчас, секунду, не вижу, вот она. Параллельно пробору наши пальчики. Вот. Продвигаем линию. Обязательно проверяем лево-право. Ставим ровно только голову. И проверяем лево-право, чтобы оно у нас было одинаковое. На секундочку повернусь. Один волос какой-то не поймала. Следующий шаг делаете. Я сразу же с другой стороны сделаю. Пробор разделю. Следующий рабочий блок. Так, убрали ненужные волосы. Также поворачиваем голову на бок и вперед, для того, чтобы можно было стричь дальше. Видите, у нас пробор. Значит, соответственно, пальчики стоят также. У нас с вами здесь уже новая контрольная линия задана. Она уже прострижена с затылка. Мы с вами ее используем. Но в то же время не забывайте, что нам видна наша линия внизу, которую мы с вами только что подстригли. Тоже ориентируемся и на это. У нас идет с вами наложение. И видите, легкое будет удлинение. Так, видно? Угу. Так, чуть-чуть вперед. Видите, плечи мешают. Так, не видно, да? Натягиваем. Так, не могу подойти, плечи мешают. Еще, Катюш, чуть-чуть это видишь, я пытаюсь показать. Спасибо тебе большое за терпение. Натягиваем. Вижу свою контрольную и иду по ней. Обязательно проверяйте. Перейдите к лицу. Обязательно проверьте длину слева-справа, чтобы все у вас было одинаково. И теперь мы с вами дошли до середины. Вот она у нас серединка.
продолжаем стричь. Также опять на бочок и вперед, для того, чтобы можно было натянуть волосы вам. И уже нашу последнюю линию встригаем нашу длину, которую мы задали. Как видите, натяжение у меня по касательной. Я не тяну вниз вот так, не тяну сюда. У меня идет по касательной. Так как у меня легкое удлинение, поэтому я именно тяну назад, к затылку длину. Так, не видно, да? Давайте отодвинем чуть-чуть. Так. Здесь я просто уже проверяю и ввожу наши височки. Потому что волосы у нас всегда подвижны, всегда в движении. Поэтому у нас должно все идеально переходить. Если вы посмотрите, вот она уже длина. Так, давайте попробуем на расческу, чтобы вам видно было. Вот она наша длина. И в противоположную сторону. Так. Также на бочок и вперед. Вот так. Чтобы плечи не мешали. Так, натянули. Поймали длину. Вот она. Контрольная наша есть. Линию нашу мы видим. И продолжаем стрижку. Также не забывайте чуть-чуть перечесать назад, потому что ушки длинные, для того, чтобы все красиво вошло. Так, обязательно перечешите назад все волосы. У нас с вами не креативная стрижка, где нет соединения. У нас с вами классика. Сейчас я вам покажу, у нас с вами удлинение. Поэтому, когда мы с вами всю длину отстригли, как правильно, у нас появился, видите, маленький треугольничек. Вот он. У кого-то он может быть длинней, если у вас более резко идет удлинение вперед. Вот здесь этот треугольничек вы должны выровнять. То есть у вас должно сойтись с вашей линией, которая заканчивается последняя. Видите? Все, мы с вами ее ввели. Теперь опять же поворачиваем и проверяем длину. У лица лево-право. Проверяем. Сначала, естественно, натягиваем. Затем мы с вами перекидываем глубоким пробором. Я вам покажу сейчас глубокий пробор. Что это такое? Видите, глубокий пробор. Ага, спасибо. Это у нас глубокий пробор. Опять же поворачиваем и сравниваем нашу линию. Вы же понимаете, что да, ваша клиентка может носить налево, направо, как хочет. И поэтому нужно, чтобы все идеально сошлось. Все, здесь эту линию подчистили. Опять же делаем глубокий противоположный пробор. Перекидываем. И уже проверяем левую сторону. Теперь мы с вами вперед причесываем волосы. И сейчас здесь самое интересное. У нас с вами должен получиться треугольничек. Видите, вот здесь вот у нас с вами треугольник. Но вы все равно возьмите пряди
натяните и почистите немножко, если у вас какие-то волосочки выпадают. Треугольничек должен быть четкий. Теперь переходим к челке. Так, вы всегда спрашиваете по поводу длины. Ну и плюс смотрите, какая длина идет. Но в данном случае Катюша говорит, она чуть-чуть подрезала челку. Мы должны, значит, ее с вами выровнять и облегчить. Для того, чтобы не было слишком тяжелого срезания. Убираете все ненужные уже волосы, все, что мы с вами постригли. Убираем. Опять же, челка у вас должна идти, именно начинаться где-то, центр должен быть в том месте, где пробор. Но конкретно Катюша носит сейчас пробор вот здесь посередине. Раньше у нас когда-то был косой, поэтому вы смотрите сами. Если у нас с вами прибыл пробор, то челка, соответственно, должна идти либо треугольником, либо полукругом. Именно здесь. Здесь центральная, самая высокая точка будет. Вы когда отделили челку, зажимом уберите волосы, чтобы они вам не мешали. Сейчас посмотрим длину, что у нас с длиной. Вытаскивайте все волосы, которые не в челке, которые не принадлежат челке. Вы видите, Катюша хорошо себе челку подстригла. На мой взгляд, надо будет ее облегчить, чуть-чуть довести до ума. Единственное, надо посмотреть длину по бокам, по височкам. Дочистить и видите эту сторону. Мы сейчас, когда будем облегчать, у нас вот эта зоночка чуть-чуть приподнимется. Как раз будет достаточно. Я бы не стала сильно делать коротко. Поэтому вы возьмите, вытяните. Так, сейчас я посмотрю, что вы пишете. Так, не видно, что не видно. Так, давайте я посмотрю, что не видно. Да, я пытаюсь, поскольку у меня есть время. Так, опять не видно и непонятно. Да, все видно. Так, хорошо. Давайте челку дальше продолжаем. Значит, смотрите, девчонки, мальчишки. Не посмотрела, кто вам, но хорошо всем все равно привет. Челку мы с вами сейчас будем продолжать стричь. Видите, она немножко подкудрявливается, да, то есть кудрявая. Давайте ее чуть-чуть вытянем. Так, челку мы с вами вытянули. Сейчас будем ее дальше стричь.
Так, все так видно, ну отлично. Камеру поближе. Я тогда вообще подойти-то не могу, если честно. Мне неудобно. Она же у меня ведь передвижная. Катюша, закрывай глазки. Обязательно просите закрывать глазки. Есть специальные... Ой, я найду сейчас, интересно, нет? Я сейчас не найду, не подготовилась. Угу. Есть специальные экраны, которые можно подставить для того, чтобы не попадало в глаза. Но в данном случае я экран, видите, не подготовила, не нашла. Вы просите вашего клиента опустить вот так голову вниз, для того, чтобы когда вы стригли, волосы падали не на реснички. Приподнимаете челку, да, то есть у вас должны волосы ровно быть натянуты. И мы с вами начинаем. Так, видно? Катюш, ты глазки, главное, не открывай. Угу. У меня прямая. Нигде у меня ничего не загнуто. Кудряшек нет. Для того, чтобы вы не срезали лишнее. Поднимаем. Сейчас мы облегчим. Она глазки откроется. Откроет сразу челка. И Катюше будет хорошо все видно. Обязательно смотрите по густоте. С противоположной стороны также. Поднимаете. Натяжение у нас с вами ровное. Ножницы перпендикулярно пряди. Для того, чтобы не срезать лишнее. Видно, да? Хорошо. Смотрим обязательно густоту, проверяем лево и право. Если вы видите, чуть-чуть не хватает, дорабатывайте слайсингом. Обязательно отходите и смотрите с лица. А лучше, конечно, поворачивайте на зеркало. Сейчас я отодвину и смотрю через зеркало. Через зеркало очень хорошо видно. Угу. Так, мы возвращаемся. Я посмотрела через зеркало. Обязательно с лица сдуваем. Теперь уже мы нашу стрижку высушиваем, либо укладываете. Это все зависит от того, как хочется вашей клиентке. Сушите обязательно на теплом воздухе. Одна, видите, полоска. А уже потом укладка у вас будет на горячем. Покажу, как затылок у нас выглядит, когда мы сушим. Переключаем на горячий. Убираем лишние волосы.
Смотрите, у нас уже как красиво получается. Да. Если ваша клиентка хочет прямые волосы, вы можете взять и себе и выпрямить туда.
можете, как я говорю, доработать уже утюгами. Если вы хотите совсем прямые. Давайте я вам сейчас распакую нашу красотку, и вы посмотрите, что же у нас получилось. Не забывайте почистить обязательно от волос шею, если там волосы остались, чтобы ваша клиентка не чесалась. Мы скажем большое спасибо Катюше. Вот она у нас какая получилась. Давайте сейчас со всех сторон мы ее подведем. Так, вот посмотрите, какая линия у нас получилась красивая. Вот затылок. Вы можете, если вам как бы очень хочется, доработать, если у вас девушка вытягивает волосы, доработать машинкой. Утюгами. Вот такая вот у нас линия с другой стороны. Видите, легкое удлинение. На мой взгляд, очень красивая стрижка, так что пользуйтесь. И вот эти фельдочки, которые я вам рассказала, как вам надо пользоваться с помощью ножниц 1-2 мм. Мне кажется, это самое идеальное, и вы тогда будете легко стричь эти правильные стрижки. Ну, как всегда, я могу вам сказать большое спасибо, что вы меня смотрите, что вы на меня подписываетесь. Приходите ко мне на обучение, ручку я вам поставлю. Ну, занимаюсь я колористикой, стрижками, ну, как вы уже видите. Так что приходите, спасибо вам большое, я рада, что вы со мной. Все, пока-пока. Забыла, где выключается.